Так, все готово для сборки. Будем это дело смазывать обычным солидолом. И будет помогать мне сам актер. Я смотрю на эту всю систему, и мне просто страшно, если это дура, все упадет мне на голову. Потому что весит она черт знает сколько. Вот если с этого крючка соскочит веревка, я не знаю. Нет, мы сделаем так, что она не соскочит. Нам надо какой-то стопор проволочный сделать. Посмотрим. Сделаем, конечно. Не, мы просто привяжем это. Цепь по факту привяжем к этому крюку. Вот она весит, я не знаю, килограмм 10, наверное, она будет. Нет, 10 не будет весить. 8, наверное. Может 8. Да, будет она 10 весит. Соберем, Надо взвесить. протестим. Да мы ее целиком взвесим. Нам же все равно вместе надо будет. Так, давайте собирать, потом будем разбираться. Времени совсем мало осталось. Хорошо, давайте мы эту историю все будем снимать. И вот у нас вполне достойная покраска получилась. Вот так. Вот так вот. Годится. Так. Собираем вначале узел. Ага. Собираем узел. Это все дело мы мажем. Идеально. Только сейчас нужно за ключами сгонять. И поехали это все дело. Все оно отлично ходит. Накручиваем. Так. И контролем ее второй. Говорю, одному это снимать, это просто вообще Понимаю. какое-то лютое убийство. Все. Идеально летает. Так, есть. Дальше. Тут еще и по-хорошему надо руки мыть. А, так у него еще и вертлюг есть, да, получается? Ну, да. Вот А мы тогда не могли его провернуть, он был все абсолютно правильно, заржавевший. конечно. Самое интересное. Ты посмотри, сколько одна пластина весит просто. Но мы смотрели на рынке легенькие такие были эти блоки там. Ну да. Один блок, как эта пластина, меньше весит, чем одна пластина. Ну ты же знаешь, мы этих простых путей не ищем. Да, веревок куча. Ну и все. Так, и теперь Главное, чтобы веревка не слетела с крючка. веревка не слетит. И теперь самое... Это тест на интеллект. В какую дырку нужно воткнуть по толщине. Не-не-не, тут... всё Дырок много, да? И все хорошо, этот сейчас палец надо только нужно по куда-то. факту ее как-то воткнуть, да. на колесо положи. Да тут... Да неохота царапать. Вот сейчас, да, оно уже все, да. А, все. Все. Теперь будет вот это вот посложнее история. Смазываем это все дело. Вазелином. Нет, солидолом. Что это такое? Что? Птицы, да? Слышишь? Ну, пищали. Ты чё? На природе давно не был? Нет, так они пищат, потому что валят еще южнее. Это они тебе сказали? Да, они говорят, блин, прощайте, уроды. Fuck you. Садим вам на головы, мы у вас Запасты. тут потусили, да. Fuck you, losers. Так. А нет, нормально все. Серьезно? Оно с этой стороны треугольника было? Я уже забыл просто. Да, ну все так. Сейчас ты туда щепок набьешь. Не набью. Ну давай резиновой. Давай. Как я уже щепок набил.
То есть не стучать, а просто тиски так зажимать, Ну, чтобы можно продавило. попробовать, конечно. Вот. Уже не надо. Надо было всего лишь понять, что нужно более устойчиво ее поставить, перевернуть. Проще вбить туда палец, чем насадить на него колесо. Так. О. И вот оно летает. Ну, в таком положении, да. Не, оно, слушай, Да, и под нагрузкой в бок. тут все основательно. Крутите барабан. Соединяем. Соединяем. Так. А, еще эти штуки надо не забыть. Да. Ну все, придется снимать. Нет. Я думаю, нет. Сейчас мы ее только немножко приподнимем. Вот так. Опа. Угу. Так. И теперь мы соединяем этой пластиной. Ага. Я идиот. Почему я идиот? Да. Почему я идиот? Я идиот. Стопим. Вставляй. И теперь вставляем эту фиксирующую пластинку. Так. 2 болта. И 3 кота. Да. И эту историю зажимаем. Так. Ты с другой стороны не забудь еще крюк всунуть. Это я сделаю. Уверен? Конечно. Давай, проверим. Выключай. Закручиваем. Так. Давай, блядь. Ну что, 30-40 лет висел этот крюк, ржавел. А теперь нужно было. Да. Делать нечего нам было. Так. Мгм. Есть. И мы эту всю историю соединяем вот здесь. Можно сказать, что ты еще и не влезаешь. Ха, как же ты не влезаешь, если ты отсюда? Ладно. Села после стирки. Слушай, ну так и есть. А чё? Ну, тут я говорю, было их 2. Только это что-то не заходит теперь. А, потому что болты другие были. Так я тебе это с самого начала сказал. Ты говоришь, они точно Нет, они такие же. одинаковые по диаметру, но здесь резьбы не было. Ну, давай сделаем вот так. Вот и все. Вот и все. Поцарапаю, неважно. Так. Так. Угу. Ля какой. Так. Мне кажется, здесь оно, я не знаю, слона выдержит. И теперь так. Кажется, эта конструкция больше подходит для противовеса с другой стороны, чтобы меня поднять было легче. Так. Здесь у нас все есть. Теперь ее надо. Немножко какой-то есть определенный перекосик. Сейчас мы его уберем.
вот. Да как мы его уберем? А здесь же оно просто собирается. Вот все. Есть. Надо, мне кажется, просто ослабить немножко. И все. Чуть-чуть ослабить эту историю. Ну и вот он. Наверное, знаешь, где шайбы нужны были? Где? Туда внутрь проложить. Летает. Ну вот как-то так. Итак. Вот такая история у нас получилась. Естественно, при сборке, конечно, покраска у нас кое-где пошла, сами знаете чем, но все полностью функционирует, все летает, все, что должно крутиться, летает. И самое важное, это колесо. Вот. И вес. Вес огонь. Вес кило 7. Надо будет взвесить. Вот. Но именно это нам и нужно. Нам нужна Думаю, там надежность. больше 10. Нам, не, да куда? Я бы 10 так не поднимал, вот так легко. Ну, ты просто силен стал. Вот. Как бы то ни было, эта вещь полностью работает по сравнению с тем, что было до этого. Вот. Теперь нужно будет ее взвесить и делать вторую нашу приблуду, которая нам нужна для съемок. И вот у нас история. Так, для болта и цепи для тросика. И здесь такая же история. Так, на самом деле болты-то можно было и меньше, кстати. Видишь, какие они тут, получились? Длинные. Ну да. Ну там не было меньше. Там были сильно меньше или сильно больше. Ну ладно. Там большой промежуток между ними. Это мебельные болты. Слушай, веса у них нету. Главное, чтобы они не... А, кстати, их же можно обрезать. Ну вот эти штуки. Ну можно, конечно, у тебя же болгарка. Да, то есть можно, банально их обрезать. Да, собственно, оно и не нужно их обрезать, потому что они нам не мешают. Если не будут мешать, оставляем, конечно. Еще мы время тратить будем на обрезание. Вот, допустим. Все. Естественно, что это у нас будет. Все, если ты рукой не можешь оборвать, то значит оно не сломается. Да. Если я не могу своей сильной рукой это дело Ты из лука оторвать. Ты с двух сторон уже затянул? Нет. Смотри, оторвешь сейчас. Да нет, что я оторву-то? Я понимаю, что... Сильной рукой. Сильный, конечно, да. И все это дело затягиваем. И получается у нас любопытная приблуда. Это называется дендрофикальный метод создавания реквизита для кино. Любим, умеем, практикуем. Ага, поехали. И на подъем. И вот у нас актер поплывет. Опа. И у нас один человек вот будет с какими-то утяжелениями стоять и поднимать. Вот так.
Да, главное, чтобы блока не два, только один. Надо будет как-то ему упираться посильнее и в сторону Слушай, отходить. ну найдет куда? В Не, дерево не какое-то? вниз, а немного в сторону. Это уже вес уменьшает актера. О, не актера, вес этого техника. Слушай, а колесо, знаешь, большой плюс то, что колесо широкое. Мгм. Оно, ну, не такая. Представь, маленькое колесико провернуть. Вот как на тех блоках, Да. помнишь? Да, это посложнее будет. Это реально, это будет конец. А здесь оно большое, значит уже передача лучшая. То есть нужно будет тянуть. Так, ну что, мы на месте Кофе тайм. с нашими коллегами. Вот лежит наша. Мы Железка, да. позвали сегодня. Да, это у нас Бен Аффлек. Бен Сергей Аффлек. На роль второго плана. Да. И вот у нас главная звезда. Главная звезда. И вот у нас наша локация. И вот как-то так мы это будем вешать. Дай нам божечка сил это сделать. Локация это дерево. Высота у нас большая. Локация у нас в принципе вся. Вниз смотри на землю, это локация. Да. Здесь вот у нас озеро, оно высыхает. Периодически высыхает. И вот можно здесь что-то поделать. Так что, все озеро, на котором гоняют на байках люди пустоши. да. Здесь можно снимать, когда оно высыхает, Безумного Макса. Сегодня будем снимать Безумного Андрея. Сегодня будем снимать Безумного Андрея. Так, камера готова. Актер у нас готов. Че, вкусно? Не знаю, я ж не облизываю ее, чтоб не съесть. Ужас какой. Как это? Готовим Просто невкусно? жуткие зубы, да. Жуткие зубы готовим. Так, ждет у нас наш Жутче, чем тебе в третий делали. член команды. Потому что здесь нужна будет настоящая мужская грубая сила, чтобы 10 кило поднять, не, больше там даже немножко. И вот это все поднять на высоту, вон туда, метров, ну, 6. 10 кило мне придется поднимать, а ему придется 54 поднимать. Да, ему нужно, не, подожди, 54 плюс 10. Труба еще. И, Какой 10? Крюк-то он поднимать не будет. не, так понятно, ну, ладно, да. Трубу он будет поднимать. Ну, трубу будешь поднимать. Что-нибудь придумай. Надо будет что-то придумать, да. Кстати, где-то еще одна веревка должна быть. Или здесь две? Камера готова, камера стоит и ждет. Это у нас А7 III и советский объектив Индустар LZ зеркальный. Все, как я и говорил, все по-честному. Это не стар. Да. Все, как я и говорил, все по-честному. Снимаем на ту оптику, которую восстанавливаем. Вот у нас. Вот снарягу пошили. Да, Попробуем, не оборвется ли она. да не оборвется. Пошили строп, да, или как они там называют? Это да, это стропы Вот брезентовые. сделали эти. Ну, по-разному называют, да. захваты. Ну, вот эти очень тяжело было найти. Кольца, треугольнички хотели сделать сами. В итоге придумали Типа автомобильные. оттяпать, да, от автомобильных этих ремней безопасности. Автомобильные ремни, да. От ремней безопасности эти штуки. Ну, потому что, конечно, геморрой. Да. Сколько время жмет, дубак у нас уже, даже у нас. Надо, блин, шевелить булками было. И вот сделали трекеры такие понтовые. Это для того, чтобы графику делать. Накладывать, да. Да. Волосы графические или все что угодно. Ну, конечно. Фейлы, не надо мне фейлов. Давай, главное снять, чтобы видно было, как ты, если ты навалишься. Чтобы не зря, да, свалился? Да, конечно. И вот у нас наша ветка. Слушай, а веревки не хватит. Этой? Да. Это чтобы крюк прицепить. А, ну ладно. Правда, я теперь не знаю, как слазить. Ну слазить мы тебя скинем. Не волнуйся. Ты как Мулан в мультике, вот это, помнишь она, как она лазила по столбам? Блин, ты чё, как ты мог? А вот такой я. Хороший фильм. О, фильм говно, мультик отличный. Смотрел хорошего? Как ты мог? Фильм говнище лютейшее, а мультик огонь. Там, фильм же выходил Мулан. Ну, я догадываюсь, что фильм Это лютое говно. говно. Посмотри снизу. Нормально вот? Проведи перпендикуляр вниз. Слушай, да ничего. А, нормально? Не-не-не, нормас, хватит. Дальше не нужно?
Нет, я думаю, не надо, хватит. Мне кажется, хватит. Вот все, больше не надо. Больше не надо. Мы, конечно, извращенцы. Такое мутить. Ну, ты же сам дендрофикальный метод всегда. Слушай, ну да, так оно работает. Зато надежно и дешево. Вот, должны же быть минусы. Нет. Должны быть. Вот оно сильно тяжелое. Прожил. 10 кило веса это минус. Это плюс 10 кило веса. Да. Плюс это минус. Это как 1 + 1 равно 3 в магазинах. Итак, у нас... У меня краска все уже, да? Нет, еще ничего. И ты еще криповый. Значит так, человек надевает у нас Рыбка. приблуду. У нас все готово. Вон у нас блок наш. И будем поднимать. Господин Сергей, вы готовы? Тянуть. Сейчас. Тянуть лямку готов? Вон наша приблуда. И будем поднимать. И по веревке эта история у нас, вот эта вся история поднимется. Так, сейчас делаем тесты. Пока без костюма. Всю эту историю. Так. Ты прям непрерывно все, да? Да, это репортажка. Я снимаю, там потом нарежу. Так, надеваем наш ремни. Блин, сейчас бы консультант Дима Гавренков не помешал, чтобы правильно надевать наши ремни. Ну, слушай, его нету. Да, придется изобретать колесо самим. Или велосипед. Да, как краб. Ага. Да. Хорошо. Давайте сейчас будем пробовать. Только аккуратно, да. руки пережимает. Так поэтому да, надо ориентироваться больше на это, себя. Знаешь что? Давай-ка ты ее завяжи узлом. Я только отошел поссать, да, меня уже... Не снимай, блядь, это за кадром кокаин втираю в десна. Ужас какой. Ты что, Сэм Сильвия? Блядь, я актер, нахуй. Это же Голливуд. Да. У нас тут этот, блин, дендрофикальный Голливуд. Так, мы будем снимать на тот инструмент, на который мы не должны были снимать. Да. Как это? На Алексу снимаем бэкстейдж, а на GoPro будем... Да. Вот, мы будем снимать на мелкий Panasonic, потому что тут автофокус. Я должен был снимать это на механике. Вот, но придется снимать вот на этого малыша, потому что автофокус, чтобы мы вдвоем подняли господина актера. Вот у нас бакеха какая прикольная. Пятисветы, засветы, очень лампово. Выглядит на самой открытой дыре. Да. И вот такую картинку у нас дает. У нас Индустар. Делаем. Зубки черные. Ты такой криповый, блин. Прям вообще жуть. Эй, без этого криповый. Ну, с ними еще хуже. Афила. Это будет гениально вообще. Короче, сейчас будет весело, да. У нас паренек будет на себя страховку надевать. Страпонку? Страповка? Так, стоп, а что мы снимаем, блядь? Штаны. Ну, штаны ты уже снял, а что Да. потом снимаем? Мы снимаем повешенную эту тетю. Ужас какой. Да. Так, Мамку, мы про мамку. мамку, мы про мамку снимаем, да. Мы снимаем видео про мамок. Вот эти холодные штучки еще. Так, ты смотри, не завались там нигде, блин. Сука,
Так, все я снимаю на дырке 2.8, самая открытая на этом объективе, чтобы вы видели, какая резкость вообще А ты еще сиськи холодные надеваешь. у объектива, да. Ужас какой, блин. Причем одна из них наверняка больше другой. Ух. Вот так их, одну ниже, другую выше сделай. Пошел ты. Дряблые сиськи. Где мой флаг? У меня эти... от писота просто сразу вся попрет, канал пустой станет. Говорит, блядь, что за дичь ты снимаешь? Извращение. Реально извращенец, блядь. Ну, ребят, не все же это сладкую реставрацию домашнюю снимать. Да, Нужно и дичь какую-то снимать. иногда эти расстройства сексуального характера. Как фламинго. Давай уже напяливай. Да Сейчас где дырка-то? яйца отморозишь себе, блин. О. О, Ефремов из кустов. О, О. Ты, главное, это футболами не играй. Почему кенгуру нету кисек? Да. на чем держится? Ну, слушайте, ничего так вроде, да, получается? Страшно, да? Ужас какой, блядь. Фу, какой ужас, блядь. Мальчик, не желаешь познакомиться? Мальчик, водки нам принеси, мы домой летим. И водочки нам принеси, мы домой летим. Это Балабанов. Балалайка. Балабанов был хорош. Так, это у нас шапочка от пришельцев. Это чтобы графику делать. Потому что если пришельцы... Хорошо, что нам нужно просто переснять сцену. И все. И не надо ничего. Так, ты мне карабинчики подцепишь, я могу пальчики уже надеть? Надевай пальчики, я тебе карабинчики подцеплю. Все уменьшительно, ласкательно. Да, но это потому что надо. Надо быть сейчас вежливым, когда холодно. Актеру, я это хорошо понимаю. Когда актер морозит яйца Ты ради... заебал, во всех своих фильмах морозишь актеров. Блять, это, кстати, ты Заражаешь. придумал, это не я придумал. Ты снимаешь. Это все просто... Ты меня попросил снимать, блин. проклятие Я бы всех сейчас сидел, фильмов. шпилил в игрушке. Или ковырял железку какую-нибудь. Пилил бы кого-то в игру. Нет, я, блин, сидел бы игрался. Нет, Или работал, хер его знает там, блин. как там, катка называется, когда словесно друг друга шпилят в игрушки? Нет, катка это партия, Ты сам по-моему. говорил, что... Я говорю, как называется, когда малолетки друг друга там обзывают? Нет, партия у них называется катка, по-моему. Я не знаю, я старый, блин. Так, стой, ты не подходи, я фокус не успеваю навести. Вот это жуткий. Фокус, смотри. Опа! Да. Бэкстейдж у нас пошел. И я пошел вместе с бэкстейджем. Камеры все неподвижны. Может быть, надо сильнее? Зачем на так далеко отходить, да? Ну попробуй, просто смотри. Вес будет тянуть назад, и нам проще будет давать рычаг. Ну не, я понимаю, а потом как все равно. Просто мы вдвоем и так его подняли. Мы с кабанчиком с тобой. Ну что, ты готов? Я же Ты чё? Что, погнали? Пустить же надо. Ну, хорошо. Ты меня поднимать уже собрался? Как ты меня пристегнешь? А, Карабинчики. блядь, Блядь, вы готовы? тянуть-то. А тут пока аккуратненько, да. Мне, блядь, Еще чуть-чуть ниже. Все, стой, аккуратно. Смотри, придержи вот этой рукой. Да, придержи его. На карточке-то мешают. Поебать сюда не дал. Я уже просто был готов опустить. Ну и все, блядь. Так. Давай, погнали. Иди сюда. Не-не-не, ты все-таки давай чуть приотпусти, да. Так, ну-ка. Стоп, теперь мне нужно отпустить эти штуки, да? Да, отцепляй. Просто держи. Послабить? Чуть-чуть. Один есть. Аккуратно. Я понимаю, да, что мне может пощелкнуть. Все, я отхожу.
собственно, так, я теперь это все. И шапку должен снять. Давай, шапку. Держи. Что у нас тут с кадром? А, с кадром все нормально. Он снимает? Да, снимает. Так, снимаем эту историю. Мы будем просто делать какой-то стык. Нагло. Наглухо. Наглухо будем делать какой-то стык. Ага. Так, что тебе помочь? Вот это подержи. Давай. Слушай, если ноги не видно, может тебе тапки уже какие-то дать? А там не видно ноги уже? Уже нет. Да ладно, пусть. Тапки еще где-то искать. Бросай ноги. Давай. Так, Готов? да. Я отпускаю, да, и погнали. Да, погнали. Так, ну что, мы в основном закончили. Конечно, как собаки замерзли, особенно наш бедный актер. Яйца себе Закончили только отморозил. один Ну, шот. но мы одну часть, да, только сняли. Два дубля. 2 кадра. Сейчас отогреваемся кофейком. У нас мастер кофе. Зумируйся на... И у нас есть проблема. Нам вот да, у нас есть такой вопросик, как говорится. Нам нужно снять. Нужно снять тот крюк, потому что его жалко оставлять. Вот, эту проблему-то как бы не проблема. Вот, а туда опять лазить у нас у актера, который очень мало весит, и он очень ловкий, но у него пальцы совсем уже сейчас не работают, околел от холода. Сейчас мы отогреваем актера, потому что он самый легкий сейчас, весит чуть больше 50 кг, и поэтому он может туда залезть, потому что мы под 80 оба, а здесь такие хлипкие ветки. Поэтому вы можете вдвоем меня поднять. Вот это самое главное. Отогреваемся кофейком и будем закругляться. Машинка, Так, в принципе, наша не хватает. отработала. Тут не хватает пальцев. Давай сделаем. Там вон, натяни вот эту вот капюшончик. Натяни меха гармошки. Перчатка без пальцев. Предлагаю их добавить. Натяни меха гармошки. Так, снимаю на дырке 2.8, максимально открытая. Вот, поэтому фокус ловить не так легко. Просто, бля, какой-то конченый скот здесь. А он и жирофайский весь? Ну, он Давайте жрать, да? скоты двуногие, блядь. Это двуногий скот называется, блядь. И это у нас двуногий скот. Гребаный, блядь. Скотт Эткинс? Да, вот из-за такого скота мы и в жопе. Эткинса. Слушай, ну вот задача кинематографическая. Тебе нужно отработать фокусом. Автофокус тебе, ну, не знает, какой тебе фокус нужен. И всё. Это вообще жуткая штука. То есть, и ты, вот тебе нужно перевести фокус, а у тебя вот автофокус не работает. И, Моя была идея, что рука легкая. да, сломал, да? Пипец, ты тут, блин, насвинячил, а? Да. Насвинячил. Блять. Да, пофиг, забейте. Тебе еще придется перчатки. Да, забей, блин. Это вообще мелочи. А, кстати. Все четенько ловит. А тут довольно холодно уже. И смазка себя замечательно ведет. Какая? А в объективе? Это там смазка? Ну, я же менял смазку. Лубрикант? И вот у нас крупнячок. Вот смотри, расстояние минимальной фокусировки. Около там 20 сантиметров. Шикардос. Итак, давайте сделаем какие-то небольшие выводы. Заодно я покажу, что у нас получилось из этих нарезочек, которые мы там мучили, делали. Там еще немножко поснимали с товарищем. Штука эта полностью рабочая, блок монтажный. Великолепно крутится и будет теперь жить и работать еще, я не знаю, 100 лет. На то и 200, не знаю, если будут хорошо хранить. Я это уже на улице в любом случае не повешу. И будем использовать там, где это нужно. Потому что даже если эта схема тяжелая,
10,5 кило только весит. Это, да, не 8, не 7, 10,5. Плюс еще пару кило трубка-то с тросиками, но все это рабочее. Самое главное, что все это полностью работает, доказало, показало себя. Мы все сделали. Ну, немножко, конечно, как оно упало на землю, там об камушек поцарапалось, но это, я думаю, мелочь. Где-то там обтерлось. Это уже мелочи. Вот. И получились у нас вот такие нарезочки. Я их покажу. Смягол, хозяин предал нас. Зло, коварство, фальшь. Мы должны свернуть его поганую шею. Убей его, убей, убей обоих. А потом мы заберем прелесть и сами станем хозяевами. И сами станем хозяевами. Но толстый хоббит, он знает, следит в оба глаза. Так выколи ему их, выколи его глазцы, пусть поползает. Да, да, да. Как бы то ни было, да, это за 0 рублей, да, это так называемый дендрофекальный способ. Вот, но была задача, была просьба, была задача, нужно помогать. И как бы то ни было, получилось, ну, довольно забавно, если это все каким-то сюжетом связать. И, то есть есть возможность снимать кино, грубо говоря, за 0 рублей. Притом, если учитывать бюджет того фильма, откуда мы эту сцену пытались там переснять, кусочки эти пытались переснимать, там, ну не знаю, 100 тысяч баксов, скорее всего, бюджет. Может больше, может немножко меньше, я думаю, не меньше 80 миллионов баксов. Вы понимаете, какие деньги там, ну и какие деньги здесь. Здесь я там 300 рублей на краску вот убил, и там немножко своего рабочего времени по там 2-3 часа в день, как было время. Вот, так что я могу сказать, что в любом случае я доволен. Все это великолепно работает и будет еще работать 100-200 лет. И буду использовать это еще. И ту систему подвеса, она рабочая, тоже будем использовать. Ту самоделку из трубы и цепей. Так что пробуйте, развивайтесь, выдумывайте, потому что это очень важно. Очень качает мозг, находчивость, какую-то смекалку. Вот. И будут еще проекты, это было очень неожиданно, он немножко так ворвался и сломал все остальные проекты, которые я хотел делать, но как бы то ни было, получилось довольно прикольно. Я надеюсь, хоть немножко весело, мы вас позабавили с товарищами. Вот, дальше проекты будут, большое спасибо за просмотры.